Итак, всем привет! Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы смотрите его в записи, но я уже вижу, что 3 человека присоединились. Всем добрый вечер. И мы продолжаем прямой стрим, трансляция Луны через телескоп. Сейчас подробно расскажу и пообщаемся. Работает чат, но будет немножко, наверное, трясти, если не успокоится ветер. Сегодня прекрасная ясная ночь. Также холодает, обещают до -1 ночью. Харьковская область, Украина. Но, может быть, ветер успокоится. И увеличение сегодня еще больше, чем вчера и прежде. Значит, увеличение 336 примерно крат. Телескоп Целестрон C8, 200 мм. Апертура. Фокусное расстояние 2000 мм. Окуляр 6 мм. Всем hello, my friends, Chenks online. Значит, транслирую смартфоном Xiaomi, Xiaomi, как нравится, Mi 8. Прикреплен он адаптером к окуляру телескопа. Телескоп управляется с помощью системы управления EcuStar Pro. Телескоп на монтировке EQ5 Arsenal. Вот такие подробности. И трансляция ведется через смартфон, а к системе управления подключен ноутбук. И с ноутбука я транслирую. Вот, значит, мы чуть позже сейчас прогуляемся дальше по лунному терминатору, рассмотрим это все в подробностях. При таком увеличении еще стримы не проводил. Надеюсь, все получится и будет хорошо видно. Вчера очень просили при большем увеличении. И насчет Венеры. Она еще видна, по крайней мере, вот у меня видна над горизонтом, в Плеядах, очень красиво. Если есть возможность, в сторону запада. Всем привет, всем добрый вечер. Hello. Значит, витаю. Венера в звездном скоплении Плеяды очень красиво. На западе это видно невооруженным глазом. Поэтому, если у вас есть возможность и небо ясное, на запад посмотреть успейте сегодня-завтра. Очень красиво. Вот. Но я попытался, вчера просили именно стрим Венеры провести, но у меня на сегодняшний день это не получилось. Я примерно час потратил на это с разными окулярами. Не получилось. YouTube приложение плохо фокусируется и не позволяет настраивать экспозицию, чувствительность. Но подготовился, по крайней мере, по сравнению с вчерашним стримом. Потеплее оделся и вот уже заварил себе кофеек. Ну что ж, давайте прогуляемся вдоль лунного терминатора. Напомню, терминатором называют зону между светом и тенью. Я выбрался подальше от крупного города, 50 километров от Харькова. Здесь сегодня невероятно красивый участок. Просто будем наслаждаться, не выходя из дома у вас. Луна в телескоп. В городе почему так сложно снять? Потому что отопление зданий, поднимающийся теплый воздух от автомобилей и так далее. То есть над городом турбуленция намного сильнее. Спасибо. Так, поехали дальше, посмотрим, что тут у нас. Да, очень красиво горы видны, посмотрите. Некоторые края, так называемые цирки кратеров, утопают в застывшем лавовом море. Причем сейчас, в течение ближайшего часа, я думаю, что качество, будем надеяться, еще улучшится. Телескоп термостабилизируется и
Я надеюсь, сила ветра уменьшится. Сейчас он то затихает, то порывы. Вот. И это немножко мешает. Сейчас попробую немножко подстроить еще резкость. Может быть, немного потрясет. О, вот так, по-моему, великолепно. Друзья, но учитывая то, что я сейчас не имею возможности поделиться ссылкой на этот стрим ни со своими друзьями, нигде, поэтому если у вас есть такая возможность, то помогите, поделитесь. Многие дома сейчас без работы, без дел, скучают, страдают. Да и вообще не у всех есть телескоп. Почему я провожу такой стрим уже не в первый раз и делюсь съемками Луны через телескоп и разных космических чудес. Поэтому я буду вам очень благодарен, если вы в соцсетях поделитесь ссылкой на стрим. Пусть тоже посмотрят ваши друзья, близкие. Традиционно закликаю, прошу, please, общаемся культурно, без оскорблений, без мата, без рекламы. Я всегда в своих трансляциях включаю чат, и у нас очень интересные получаются беседы. Будут и музыкальные паузы. Конечно, мы насладимся красотой музыки Бетховена, лунной сонатой под эти великолепные виды. Если сейчас есть какие-то вопросы конкретные ко мне, пишите, пока еще чат не сильно бежит, то я успеваю что-то прочитать, заметить. После прошлой ночи я жив-здоров, потому что перемерз, конечно. 2 часа у нас был стрим, и я, так сказать, не ожидал такой холодной ночи, не подготовился, подзамерз. Но вроде все в порядке, хорошенько так выспался. Причем у меня ужин был в 6 утра на рассвете, а, соответственно, проснулся и завтракал примерно в 1 час дня. Если на Луне вода, насколько я читал из новостей и исследований со спутников, на Луне должна быть вода в виде льда у полюсов. Причем во многих кратерах у полюсов Солнце не попадает на дно этих низменностей, в трещины, в воронки. И там, конечно, вот по исследованиям должна быть вода в виде льда, что может очень помочь колонистам будущим Луны. Как вы верите в это? Нет, что все-таки на Луне будут построены базы, будут ли там люди жить? Здесь мы можем с вами сейчас заметить справа от темного кратера, вот по центру изображения, среди гор видна полосочка. Напишите, вы видите ее? Кто помнит, напишите, как называется. Мы вчера вспоминали о ней, была видна лучше, тени падали. С каждым днем Луна летит вокруг Земли, и меняются, ее освещенность меняется, и тени по-разному ложатся на поверхности, и рельеф совсем по-разному выглядит. Напишите, видите? Точно. NP Moon Lake. Альпийская долина. Ну что, поехали дальше. Я сейчас перед стримом попробовал с разными окулярами больше, меньше увеличения и подобрал, чтобы вот было наилучшее изображение. Причем, если кто в курсе, есть такая штука, как линза Барлоу, но
она, вот так сказать, по-разному увеличивает увеличение телескопа. Э, Соответственно, при линзе Барлоу иногда качество хуже, чем взять окуляр с меньших миллиметров и получить ту же кратность. Вот у меня сегодня примерно так и получилось. То есть через линзу Барлоу такой картинки с другими окулярами не получалось. Мне в комментариях уже под видео написали, да что ж ты так часто ее дергал, то есть переводил. Если вдруг вот у вас, так сказать, вы что-то подобное видите, вам некомфортно, хочется что-то рассмотреть, насладиться, то вы пишите. То есть пишите, допустим, задержи на этой точке, хочу рассмотреть, да, допустим, я буду стараться. Потому что я не знаю, допустим, то ли вы там скучаете, уже хотите что-то другое видеть, поэтому периодически вот перевожу на другие области. Почему темную сторону не видно? Ну вот смотрите, вот здесь сейчас в кадре слева, где чернота, темнота, там Луна есть, там есть ее поверхность. Но так как нет атмосферы, да, так как с той стороны Луну ничего так ярко не освещает, как с другой стороны Солнца, соответственно, вот там она черная. Если бы мы так на Землю смотрели, то при определенной адаптации глаза к темноте, там, в динамическом диапазоне камеры, можно было бы увидеть, ну, как вариант, светящиеся точки городов на темной стороне Земли. Ну а вчера мы вспоминали, что на черной этой части Луны неосвещенной наблюдатели неоднократно замечали яркие вспышки. Вероятно, это было как раз момент ударов небольших метеоритов, потому что события взрывоподобные с выделением энергии, и вспышки такие могут быть. Ну, такие вот есть, такая информация. Да, МКС на фоне Луны пролетает буквально за секунду. По-моему, даже не за две, буквально за секунду. Но я в этом году все-таки поставил себе цель, я буду пробовать заснять пролет МКС на фоне Луны. А через год-два, если Солнце выйдет из минимума активности и на Солнце вновь станут появляться солнечные пятна, группы, факельные поля, то я также к этому телескопу его модернизирую и солнечным фильтром специальным, чтобы и съемки проводить солнечных пятен. И тогда можно будет заснять пролет Луны и на фоне Солнца. Но это очень опасно для техники и для глаза, то есть нужно все очень аккуратно. С Солнцем эти игры очень опасны. Если вдруг ухудшится качество стрима, вы пишите, я имею возможность повлиять на это. То есть я транслирую по мобильному интернету. Сейчас у меня 4G, 3 палки из 5, так сказать, 300 килобайт в секунду улетает. Почему не через камеру? А вот интересная штука. Можем об этом поговорить, и у меня есть гипотеза. Отойду немножко от темы, но по теме. Дело в том, что в новостях можно было услышать неоднократно, прочитать, что у вас в кармане камера смартфона намного лучше, чем на космическом телескопе Хаббл. На супер классном, вообще невероятном. Почему? А дело в том, что наука так устроена, и так устроено производство техники, что многие вещи делают очень долго. Особенно обсерватории строят, а там рисуют чертежи, все рассчитывают, какую туда будут устанавливать технику и так далее. Это первое. И, соответственно, как, вот были такие новости, да, когда я раньше снимал видео только на видеокамеру, Panasonic C700 у меня, да, она снимала намного лучше, Full HD с битрейтом 27 мегабит, намного лучше любого смартфона. Но потом пошло все вперед, и сейчас уже у меня смартфон снимает лучше, чем многие аналогичные по цене, даже в 2 раза дороже видеокамеры. Единственное, у видеокамер у них преимущество там это зум, хорошая стабилизация, мощный аккумулятор и так далее, и так далее. Плюс еще снимаешь на смартфон, и тут тебе на него звонят. Вот такая еще беда бывает, так? Да, и вот я стал присматриваться к специальным астрокамерам. Одну из них себе приобрел, SV205, SV Boni. Она снимает
в 4К с 15 кадров в секунду. Ну вот не получается такой картинки. Я смотрел у многих других авторов, даже очень дорогие специальные астрокамеры, и я не видел такой возможности, чтобы они в хорошем качестве вот снимали, и это была возможность транслировать, да. То есть это я не отрицаю, что это возможно, но вот из моего опыта так. Я пока не знаю такую астрокамеру, по крайней мере в районе до 100 до 200 долларов, которая имела бы возможность вот такую картинку дать через ноутбук, соответственно, в интернет. Но почему? Тут есть такая интересная штука. Дело в том, что запросы покупателей сегодня это мобильные устройства, это популярные вещи, смартфоны, планшеты. И сейчас производители в них, вот в этой гонке, да, бренды и компании устанавливают самые лучшие матрицы камер, самые лучшие процессоры и так далее, и так далее. И, соответственно, современные смартфоны чаще всего бывают даже мощнее, чем дома там твой привычный супер классный игровой компьютер. Я, например, на своем этом смартфоне и ролики в 4К монтирую довольно часто, и они компилируются очень быстро. И потом это все заливаю на YouTube. Так что вот топовые модели смартфонов ныне рулят, и матрицы камер в них, и оптика очень хорошая. Но когда я выбирал этот смартфон, я конкретно покупал, ну как называют их еще, камерафон. То есть я присматривался, читал отзывы и искал именно такой смартфон, который бы классно снимал видео, снимки хорошие делал. На него еще можно установить так называемую Google камеру, Gcam, и там конфиги разные устанавливать, и можно и астрофото снимать, и много чудесного. Вот такой обширный ответ. Может быть, он кому-то поможет, тоже будет интересен. Так что у меня пока на специальные астрономические камеры, которые устанавливаются в фокус телескопа, так не удалось, и я пока не знаю, какая камера и как программно вот такую картинку можно было бы онлайн транслировать. Но я думаю, это возможно будет. Так, ну что, поехали дальше. Погуляем по лунному диску. Полетаем над Луной. Вы завтра проснетесь и своим близким, друзьям или знакомым скажете, что вы гуляли над Луной. Нет, Nikon P1000 не лучше видео. Я многократно смотрел на ютубе. Я прямо оригиналы качал с форумов этих видео. Ужасно. Но у меня сейчас это стрим. Видео снимает смартфон в 4К, картинка намного лучше. А это сейчас стрим. P500 там, по-моему, да, и P1000 Никоны. Конечно, они классные, но решает оптика. Чем больше диаметр объектива, тем лучше разрешение, тем больше собирает света. Вот, собирается света на матрицу. И многие из тех комментаторов, которые у меня на канале комментировали вот то, что вот эти модели фотоаппаратов снимают намного лучше, чем с телескопа видно. И я потом как делаю? Я беру, копирую ник. И в ютубе пишу YouTube, пробел и в кавычках ник. И вижу, что этот человек один и тот же комментарий оставляет под огромным количеством видео о Луне и о космосе. Я нахожу объяснение тому, конкретно, может, это не вы, вот мне сейчас написали, да, но я так проверял неоднократно и по другим вопросам, и спамеров, и вижу, что это такая хитрая рекламная кампания Никона. То есть они, соответственно, я знаю, что так делают и другие производители и с другими товарами оставляют под тематическими видеороликами в статьях или в постах в соцсетях, оставляют информацию, что вот, а вот это вот видно будет лучше. И люди присматриваются, допустим, потом покупают. Фишка фотоаппаратов с ультразумом, конечно, в том, что он намного проще, намного легче, чем телескоп. Но, во-первых, такой стабилизации не будет. Вы не сможете вот так смотреть, транслировать все, потому что на штативе вы наведетесь на Луну, и все, и она будет плыть в кадре, и все это будет дрожать.
потому что смысл телескопа в том, что он стоит очень крепко на монтировке, вот я моторами управляю. То есть я с огромным количеством разной техники работал. Я фотографировал еще солнечное затмение полное на Кавказе через МТО-1000, по-моему, 1000. И фотоаппарат «Зенит» снимал на Canon там 300-350 модели эти. То есть много техники держал в руках. Нет, нет, нет и еще раз нет. Это иногда так создается впечатление такое. Плюс многие, кто потратили деньги, они смотрят, они восхищаются своими кадрами, и это, конечно, прекрасно. Тут никто не спорит, никто это не запрещает делать. И, конечно, человеку кажется, что да ну, у меня все намного круче и ярче. Ну, вот как бы такие вот моменты. Поэтому сейчас уже есть смартфоны круче моего. То есть тут не в том плане, что я хвалю как бы свою технику, но я говорю как есть. И то, что я видел, нет. То, что я видел, фотоаппараты с ультразумом не снимают даже лучше небольшого дешевенького телескопа и к нему закрепленного смартфона. Вот, то есть, если пошерстить, посмотреть ролики на ютубе, такой момент. Ну что, давайте поедем дальше. Очень красивому месту сегодняшнего дня. Вы только посмотрите на эту красоту. Інопланетян, іншопланетян я не бачив, але бачив таємничі прольоти темних крапок на фоні луни місяця. І на каналі є відео, коли мені потрапив такий проліт в кадрі, така темна пляма. Я поділився цим відео, і це обурило багатьох. Хтось пише, що це птах, мабуть, супутник. Хтось пише навіть, що це супергерой. Ось такі справи. Літаючих тарілок я, на жаль, не бачив. Солнечное затмение. Я очень жду в этом десятилетии. У нас будет 2 солнечных затмения. Я мечтаю на них попасть. И вам рекомендую поинтересоваться. И в будущие годы, если будет такая возможность, увидеть это своими глазами. Это невероятно потрясающее зрелище. Это впечатление на всю жизнь. Если, конечно, повезет с погодой в том месте, где вы окажетесь. Полосы полных солнечных затмений, ближайшие вот к Украине и вот странам, которые рядом, это будет наблюдаться на севере Африки и в Египте, и в районе там Португалия, Испания, вот в тех краях будет видно полное солнечное затмение. Я мечтаю побывать хотя бы на одном из них, хотя я в своей жизни уже видел на Кавказе в 2006 году, и в 2008 году мы ездили в экспедицию любительскую в Сибирь, в Новосибирск. Впечатляющее, конечно, зрелище. И если у вас будет такая возможность увидеть, значит, такие рекомендации. Огромный телескоп для этого даже не нужен. И очень хороший вариант — это небольшой телескопчик на легкой треноге, допустим, рефрактор. К нему будет недорого прикупить полноапертурный солнечный фильтр. Они чем больше, там, тем дороже и сложнее их делать, и все это переносить, перевозить. А почему я настаиваю при наблюдении полных солнечных затмений именно на мобильной технике, на нетяжелых инструментах? Потому что может получиться так, что в том месте, где вы будете, прямо в день затмения солнечного вдруг случится пасмурная погода. Тогда можно попытаться сорваться с этого места и, посмотрев на карте по прогнозу, где в ближайших городах будет ясное небо, туда рвануть. А, соответственно, тяжелый телескоп перевозить и потом устанавливать будет сложно. Вот. Из рекомендаций по опыту прошлых, так сказать, затмений, я помню, что рассказывали, не рекомендуется в момент полных солнечных затмений смотреть на него в бинокль. Почему? Потому что когда солнце начнет уже выходить, и луна начнет выходить, солнце начнет выходить из-за луны, и снова будет яркий серп в небе, можно испортить себе глаза. Поэтому будьте осторожны с этим. Конечно, можно на полное солнечное затмение взглянуть в телескоп, в бинокль или подзорную трубу, именно вот чтобы корону солнца эту красиво увидеть. Даже я своими глазами видел протуберанцы на краю солнечного диска. На канале у меня есть
два видео, в которых я рассказываю о наблюдениях полных солнечных затмений. Посоветовать могу, могу сказать так. Все телескопы, которые я держал в руках дешевле $20, это были не телескопы, были детские игрушки из таких легких вариантов. Ну а дальше просто надо смотреть очень хорошие производители: Skywatcher, Celestron, Vixen. Э, но и у них тоже модели есть очень разные. Сейчас в интернете можно обзоры почитать. Вот. И на канале у меня есть обзор совсем бюджетненького телескопчика, буквально за $50, SV Boni SV25. После огромного количества небольших телескопчиков, с которыми ко мне обращались люди: помоги настроить, ничего не видим в него. Я видел, что это просто ужас в красивой цветной упаковке, подарок для детей. И часто не дешевый, иногда, допустим, и за $50, и за 100. А это просто какой-то ужас. Поэтому после того, что я видел, когда я приобрел, и у меня в руках оказался вот этот так называемый SV Boni телескопчик, я был поражен тем, что да, конечно, на легкой треноге оно все трясется, но это же зато мобильность, ты можешь в рюкзак засунул и пошел. Вот у меня на канале можете прогулка с телескопом посмотреть, видосик последний. То есть в рюкзак телескопчик, туда же штативчик, крепление смартфона на телескоп, и пошел, и поехал, и в самолете даже полетел. Вот такие моменты. Я видел комету Галлея своими глазами в 97-98 в Узбекистане. Если не ошибаюсь, в 90-х это была не Галлея. Галлея была в 80-х, а в 90-х мы с вами видели две очень ярких кометы красивых. Это Хейла-Боппа и Хиякутаки. Хиякутаки была видна, вот по крайней мере в моих краях, высоко над головой в какое-то теплое время года. Это было ли конец весны или лето. Имела такой тоненький хвостик. Но все восхищались кометой в небе. А Хейла-Боппа была видна в холодное время года невысоко над горизонтом. И хвостик был такой плотненький, не очень вытянутый. Была очень яркая. А в этом году, вот сейчас, комета Атлас А4, по-моему, или Y4 Атлас, она сейчас приближается к Солнцу, и хвост ее все ярче, ярче, и кома ее ядро испаряет, эти газы, пыль слетает. И комета, по прогнозам оптимистическим, может стать очень яркой. Если не разрушится, если оптимистические прогнозы оправдаются, то мы с вами в мае увидим невооруженным глазом в небе комету. Ну а если исполнятся пессимистические прогнозы, то комету можно будет видеть в подзорную трубу, в бинокль и в телескоп. Так, насчет, да, телескопа, я понял, что это все можно купить пакетом сразу с аксессуарами. Обычно телескопы, по-разному продаются. Бывает, продаются только труба. Часто в интернет-магазинах это пишут как ОТА, ОТА, только труба. Часто продается комплект. Телескоп на монтировке или на штативе, комплект пары, один или два окуляров, иногда больше, иногда линза Барлоу в комплекте. Вот. И часто, конечно, можно сразу приобрести, и я рекомендую именно сразу приобрести солнечный фильтр, если он есть, чтобы потом не громоздить из картона и не лепить из бумаги самостоятельно. Почему? Потому что к телескопам, которые вот проходит время, допустим, проходят годы, и ты потом уже под этот телескоп, под свою апертуру не можешь нигде найти заводской фильтр солнечный. Приходится что-то колхозить. Вот. Ну или на Алиэкспрессе искать. Я вот замечал, что там иногда можно встретить такие качественные заводские такие пластмассовые фильтры, которые впереди одеваются на телескоп. Да, это по-настоящему. Транслирую. Вот у меня в руках мышка. Вы можете послушать. Сейчас я поклацаю. Отведу курсор в сторону. Вот у меня мышечка. Значит, смартфон установлен на телескоп к окуляру. Телескоп на моторизированной системе. Вот я нажимаю на ноутбуке, он у меня рядом на стуле, я на свежем воздухе, на природе. Левая рука в кармане, правая рука с мышкой мерзнет. Так, и вот мы едем с вами. И поехали в эту сторону.
транслирую через камеру, встроенную камеру смартфона. Но это не реклама смартфона. Я даже в роликах, вы можете часто заметить, не говорю так прям там явно про что-то. Почему? Потому что мне потом пишут, что ты там рекламируешь что-то. Дело в том, что вот если вы спрашиваете, я отвечаю. Это камера смартфона Xiaomi Mi 8 или Xiaomi, как правильней сказать. Я его специально в свое время выбирал, чтобы хорошая камера была. Смотрите, какая красота, мы возвращаемся. Я просто сегодня в шоке от такой красоты. Знаете, даже сам наслаждаюсь вместе с вами. Да, телескоп Celestron C8, 200 миллиметров апертура, то есть диаметр трубы 20 сантиметров. Просто наслаждаюсь этим видом. Причем я вам скажу, на экране смартфона не хуже видно и впечатление, чем если бы я вот смотрел в окуляр телескопа. Я купил с Алиэкспресса крепление смартфона к окулярной части телескопа. Они бывают разные. Первое, которое я выбрал, оно мне оказалось очень удобно. Потом я увидел, что есть даже такие дорогие крепления смартфонов к окуляру. Там много крутилок, вертелок, и можно очень точно подставить камеру смартфона к зрачку, к линзе окуляра. И как бы, потому что, вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот я немножко, буквально, видите, прикасаюсь к смартфону, уже все дрожит. Немножко вот так двигаю, видите, какие штуки возникают. Вот смотрите. Поэтому тут еще отпустил. Получается, что не всегда легко настроиться. Луна четкая, пишут. Да, нам вообще повезло сегодня, очень хорошая погода. Вчера было еще четче, но сегодня ветерок небольшой есть. И может быть даже в верхних слоях атмосферы, что вот это дрожание видно. Но в городе такой картинки я давно не видел, потому что вот с осени по весну сезон отопления и автомобилей очень много. Я живу в городе Харькове, город миллионник. Хотя мне кажется, по моим наблюдениям, ощущениям, население давно перевалило за 1,5 миллиона. Вот. И ни у одного меня такие мнения есть. Да, это Харьковская область, Украина. Всем теплый привет. Венеру не покажу, уже она у меня за домом. Я очень хотел вам ее сегодня показать. Меня просили и вчера. Я потратил около часа сейчас, подбирал разные окуляры. Но вот не получается смартфоном через окуляр, приложением YouTube сфокусироваться на Венеру. Не получается, к сожалению. Я пофотографировал фотоаппаратом на штативе с зумом, как она красиво в звездном скоплении Плеяды, в Тельце. И смотрите, как фотографирую несколько снимков на штативе, при этом выбираю задержку в 2-3 секунды, чтобы ты нажал на экране, допустим, смартфона, или нажал на кнопку фотоаппарата сфотографировать, но он еще немножко дрожит на штативе, чтобы не смазалось. Ты нажал, отпускаешь руки, через 2-3 секунды он раз фотографирует. И вы еще несколько снимков сделали, а потом можно в специальных программах по обработке фотографий или в том же фотошопе, в других фоторедакторах можно объединять несколько снимков, и получается качество еще лучше, еще четче, уходят шумы. Вот такая красота. Да, Венера, она вообще всегда самый яркий объект после Солнца и Луны на небе. И на закате, на западе сейчас видна. Мы вчера об этом немного вспоминали, и я скажу, что сейчас на Ютубе просто огромное количество роликов, в которых люди берут в руки видеокамеру или берут фотоаппарат, приближают зумом вот эту яркую точку на закате, видят какой-то шар, квадрат, иногда многоугольник или какое-то пятно, потому что когда камера не может сфокусироваться, там возникают эти фигуры расфокусированного яркого объекта. И говорят, ничего себе, посмотрите, что это, вот это да! И я видел ролики 100-200 тысяч просмотров.
И даже в комментариях не видел, чтобы кто-то написал, что это Венера. Пишут, вот это да, ничего себе, как вам повезло, НЛО в небе увидели. Hello, Pero. Yes, Ukraine, Kharkiv city, Kharkiv. Игорь, какая местность лучше? Для наблюдения полного солнечного, да, я так понял? Мой совет по опыту прошлых моих поездок. Лучше, конечно, местность с открытым обзором и лучше наблюдать полные солнечные затмения подальше от людей. Вот подумайте, да? То есть не на улице города, не на стадионе, не во дворе многоэтажного дома. Если кто-то в частном доме, допустим, живет или где-то вы снимете, это, конечно, идеально. Почему? Потому что если вас увидят с телескопом или с какой-то техникой в момент такого события, к вам подбегут дети, к вам подойдут люди, скажут, я вам сейчас заплачу, дайте мне посмотреть. А оно там буквально 1, 2, 3 минуты это событие, а вы хотите и посмотреть, и сфотографировать, допустим, а тут вокруг вас люди, и они требуют, они просят, дети прицепятся за телескоп, повиснут на нем, и все собьется. То есть можно поставить себе цель показать это людям, транслировать, допустим, или выйти где-то, это одно. Если для себя, надо вот этот момент обдумать и найти такое место подальше от людей, потому что такой момент. Вот. Ну, конечно, если с друзьями, с близкими собраться, это прекрасно, это интересно, впечатляюще. Вот. Всем теплый привет из Харьковской области, из Украины. Наблюдаем Луну, транслирую через телескоп. Обязательно подписывайтесь, жмите кнопочку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить будущие стримы, видео о космосе, о природе. Посмотрите на канале. Я думаю, для себя каждый найдет что-то интересное. А если любите путешествовать, по ссылке в описании переходите на второй мой канал SkyVlad. Там вы в плейлистах найдете видеосюжеты красивые, и природа, и города, и Украина, и в Европу ездили на машине семейно, путешествовали. Так сказать, мое видеотворчество для вас. И сейчас в такой ситуации, да, лучше не выходить из дома. Вот, будем путешествовать виртуально. Я для вас стараюсь, но у меня сейчас нет возможности поделиться ссылкой на стрим ни на своих страничках в соцсетях, ни где-то. Поэтому, если вы это сделаете, я буду вам очень благодарен. Гена, guten Abend. Хай. Прекрасно, видите, Луна нас всех объединяет. All World. И вчера с нами была и Бразилия, и Индонезия, Канада, Штаты, весь мир. Уфо, говорят, улетела, но обещала вернуться. Я, кстати, вчера после стрима Луны пытался найти комету в северной части неба, так ближе к зениту. И у меня в кадре один за другим несколько ярких точек пролетели уже ближе к рассвету. Я думаю, что, вероятно, это Starlink. То, что на орбиту сейчас целую эскадру спутников запускают, прям тучами. Не все знают, на одной ракете-носителе выносят на орбиту сразу десятки спутников, по 50 штук и, по-моему, даже до 60. И прежде чем они разойдутся по орбитам вокруг Земли, они летят таким как бы куча ярких точек паровозом. И многие тоже смотрят, ничего себе, что это? О, диаметры кратеров, ну это десятки и сотни километров. Самые маленькие здесь, наверное, это километры, десятки километров. Ой, Татьяна, какие у вас интересные вопросы.
Но я в такой ситуации стриме не готов на них как-то четко ответить. Но я эти темы, конечно, вопросы эти очень люблю. Турции привет. Татьяна, привет. Э, Очень интересно. Конечно, я об этом думаю. И мои мнения о человеке, о природе, об окружающем мире за вот последние пару десятков лет, они меняются, да. То есть от того, что я узнаю мнения других людей, читаю в книгах, которые писали люди, да, у меня в том числе формируется и свое мнение. Но иногда, когда я его высказывал, то многие люди бывали обижены, расстроены. Поэтому я для себя выбрал такую позицию, очень себя заставляю не обсуждать с людьми политику и тем более религию, да. А вот с астрономией тут нелегко, потому что тут пересекаются многие вопросы науки, наука, человек, религия, вера. Ну, так сказать, я себе позволяю обсуждение этих вопросов у костра с близкими людьми. Вот, как бы так. Потому что я не могу повлиять на всех людей Земли, но есть такая штука, что люди, вот мы вчера, я рассказывал о своей философии, человек многогранный, у него очень много граней, этот многогранник, он еще и объемный, есть еще грани внутри, одни погружаются, другие выплывают. И если мы с вами коснулись какой-то из этой гранью, мы говорим, ух ты, с этим человеком у меня совпадают интересы, мне с ним интересно. Но потом какая-то другая грань не совпадает, и мы говорим часто, как? Вот негодяй, вот что он творит, я больше не хочу с ним разговаривать и так далее. То есть я против того, чтобы мы меняли мнение друг о друге по каким-то отдельным вопросам, да, но так бывает, так устроен мир, человеческая сущность. Но на конкретные вопросы, да, то есть вот у вас просто очень вопросы такие абстрактные, обширные. На конкретные вопросы, допустим, я могу ответить. Мне говорят, вы верите в Бога? Я говорю, что этот вопрос не очень корректно поставлен. Но я не могу его отрицать. Да, я не могу отрицать Бога. Но не могу сказать, что я слепо в него верю, прям, ну просто считаю, что вот, а что такое Бог, а какой он, природа, все вокруг. То есть тут, ну, очень сложно. Ну вот мы верим в Луну. Кажется, это просто, да, вот она, вон она в небе. Но здесь нам люди часто пишут в чатах и в комментариях, что Луна это что? Пишут, что многие считают, что это иллюзия, голограмма, проекция для нас. Вот как бывает. Луна это пряник, луна это сыр. Я думаю, мне очень симпатизирует вот в плане природы, нашего восприятия природы, окружающего мира и космоса. Мне очень симпатизирует вот эта древняя, мудрая, как это называется, ну, мудрость о том, как подошли несколько людей, слепых, и перед ними слон. И они пытаются понять, что это. Один ухватился за хобот и говорит, что слон – это шланг. Другой оказался у его ноги слона и говорит, что слон – это столб, это не шланг. Он тяжелый, монолитный. Другой схватил его за ухо и говорит, что слон – это блин. Вы поняли, да? Вот. И мы каждый имеем определенный взгляд на происходящее, на мир. В общем, философия. А вот смотрите, какая красота. От кратера расходятся яркие лучи по поверхности. От удара, от взрыва так рассыпалось, разлеталось далеко вещество. Привет лунатикам! Поехали дальше. О, да! Полюбуемся сегодня этим хитом. Хит сегодняшнего вечера. Вот этот красивый участок лунной поверхности.
подутих ветер. Прекрасно. Любите друг друга. Дарите друг другу вот этот свет, который мы можем излучать. Если умеете петь песни, пойте песни. Если умеете играть, возьмите гитару, вспомните аккорды любимых песен и проведите прекрасный день, вечер, час со своими близкими, родными, любимыми друзьями. Я бы вам сказал, берите гитару и к друзьям. Но сейчас говорят специалисты, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и посидеть на карантине и в заперти. Да. Ну что, поехали дальше? Поехали. А давайте съездим внезапно на другую часть Луны. И пробежимся вдоль ее, вот этого края. Можно заметить, не знаю, как видно вам на видео, можно заметить, что край Луны, он не абсолютно ровный. Горы, рельеф. Вот вы себе сейчас, и когда я прошелся по краю, можете представить, да, масштаб. При увеличении в 300 с лишним крат. На Венеру не переведу, она у меня уже сейчас за деревьями, за домами горизонт опускается, и я не смог настроить трансляцию сегодня на Венеру. Сложно сфокусироваться было в моих условиях с моей техникой. Ну что, музыкальная пауза. Сейчас, секунду. Слышите шелест? Это мне прям за спиной еж пробегает. Ежик играет. Вышел из тумана. Вечную музыку Бетховена. Jane Silva, hello, yes. А я чуть раньше рассказывал, почему нет. А вот не получается на астрокамере так красиво. Если кто-то сможет, я посмотрю и буду пробовать повторить. Я думаю, со астрокамеры можно стримить. Если со астрокамеры изображение идет
на экран в том же приложении SharpCap или другом, а тем же бродкастом, другим приложением, делать видео, захват с экрана и стримить это. Так, вы здесь не скучаете, любуйтесь луной. Можете сходить заварить кофеек-чаек, а я пойду дровишек подброшу в печку, чтобы не угасло в домике, и я потом не замерз, не окоченел ваш астроном. Я вернулся. Всем добрый вечер, кто присоединился, а кто остался в стриме. Прекрасно. Вопрос, удавалось ли самолет заметить на фоне Луны? Да, случайно, однажды это было. Неожиданно, классно. Вот. В ту эпоху, когда над нами летало очень много самолетов. До, до 2014 года над Харьковской областью проходило несколько очень активных маршрутов, или как это правильно называется, воздушных коридоров. Во. С севера на юг, с востока на запад, с запада на восток. Но после трагических событий, избитого самолета пассажирского над Донбассом, нашу вот восток Украины стали облетать. И сейчас над нами в небе практически не увидишь вот эти светлые полосы, которые оставляют самолеты, когда летят высоко в атмосфере. Небо такое чистое. Но я помню, как тоже такие идеи были о теории заговора и о химтрейлах, что эти следы на самом деле над людьми химию рассыпают. Такую помню. Да, конечно, сжимает. У меня смартфон в 4К вообще снимает, но я сейчас транслирую по 4G, у меня 3 из 5 палок. От 170, вот сейчас 130 килобайт в секунду. Ух ты, а что за нашумевший взрыв на Луне? Я даже, может, пропустил. Напишите подробности, если знаете. У меня можете на канале посмотреть, перейти, видео есть. Это вот буквально вчера и сегодня я транслирую. А до этого вы можете увидеть у меня именно видеоролики. То есть, когда я видеозапись делаю, причем я ухитрился, вот, так сказать, я это все не скрываю, я делюсь, так сказать, опытом. Есть приложение, я нашел Hedgecam 2. Open камера такое вот, если кто знает, было, можно дополнительно установить. И Hedgecam 2. Там можно в настройках поменять битрейт. Если поддерживают процессоры и электроника смартфона, то можно записывать видео, допустим,
с еще большим битрейтом, что очень сильно улучшает качество видео. И также там можно в этой программе, приложении регулировать и резкость, и ISO чувствительность, и выдержку. И можно добиться очень красивой картинки. Еще красивее, еще намного лучше, чем даже само стандартное приложение камеры смартфона. Вот, так что я всегда, когда компилирую еще сюжеты, я очень к этому щепетильно отношусь, стараюсь всегда. И подбирал раньше видеоредактор, меня спрашивают, в чем ты монтируешь? Нет, никогда не монтировал в Sony Vegas Studio, это ужас какой-то. Я монтировал с ужасом, страдал и мучился в Adobe Premiere. Недавно его установил, и опять у меня рухнувшие проекты, над которыми работал несколько дней. Опять у меня глюки, зависания уже на других компьютерах и с новыми версиями. Я работаю в Magix Video Pro. Это не реклама. У Magix есть несколько разных видеоредакторов. Мне нравится просто под мои там компьютеры X4, X6 версии кодек Xvid. Если кому-то это поможет, я буду рад. То есть H264, с ним надо совладать. Его просто, он как бешеный, его надо схватить в руки и вымесить из этого теста красивую картинку. Кому-то везет. Кто-то раз-два, и у него все подхватилось и компилится красиво. Я часто в фоторедакторах работал, на разных компьютерах, в разных редакторах. И то, что снимает камера смартфона, потом обрабатывал, и получалось все еще хуже. Поэтому я вот на так остановился. Вот. Если кому-то поможет мой опыт, я вот делюсь, буду рад. Чтобы вы тоже имели возможность поделиться красотой природы с другими, у кого нет возможности так увидеть, так заснять. Почему космонавты больше не летают на Луну? А потому что тогда это была гонка. Советский Союз в космос запускает Гагарина. И американский президент говорит, до конца этого десятилетия мы окажемся на Луне. И они очень хотели, они очень старались, очень стремились. При этом параллельно в Советском Союзе шла также подготовка. И Леонов, космонавт, рассказывал, что он был в списке вот тоже тех, кто готовился, кто должен был полететь на Луну, советские космонавты. Но американцы обогнали. Наши вторыми не захотели быть. Вот это в двух словах. А потом роботы стали великолепно работу производить за нас. Луноходы, марсоходы, спутники с новыми камерами. Если раньше это ж целые фотолаборатории летели в космос, сейчас камеры прекрасно все снимают. Можно получать разными приборами очень ценную информацию. Зонды, эти космические станции, спутники все зондируют поверхность и так далее. Поэтому сейчас человек улететь на Луну это больше идейно, да, как было и раньше. Вот такое у меня, так сказать, даже не мнение, а ответ на вопрос. И я общался, мне посчастливилось быть знакомым, знать и общаться со многими ветеранами космодромов. У нас в городе Харькове, при Харьковском планетарии регулярно проходили и проходят встречи ветеранов космодромов. Те, кто запускали Белку, Стрелку, Лайку, первый спутник Гагарина, те, кто строили космодром Байконур в Казахстане. Я, конечно, эти все вопросы им задавал. И уважаемые для меня люди рассказывали, вот интересно очень, когда говорил, были ли американцы на Луне, то я услышал такой ответ. Были. К сожалению, были, обогнали, опередили и так далее. Про звезды. А вот вы можете заметить не только яркую Венеру на вечернем небе на западе, а левее от нее вы можете увидеть очень красивую яркую звезду Сириус. Его называют звездой зимнего неба, но он сейчас по вечерам еще хорошо виден. Сириус такой бело-голубой. Между Сириусом, он невысоко над горизонтом, и Венерой можно увидеть созвездие в виде песочных часов. Если присмотреться, как силуэт мужчины с широкими плечи, пояс из 3 звезд и ниже 2 звезды колени. А в темную безлунную ночь хорошо видна и голова, и руки. Вот, созвездие Орион.
Сейчас для смартфонов есть потрясающие бесплатные приложения. SkyMap, то есть карта неба, Sky Safari, StarWalk и другие. И вы можете увидеть на экране, что сейчас на небе. Даже поворачиваясь, если скалибровать правильно, компас, если работает, гироскоп в смартфоне, то вы поворачиваетесь на небе, смотрите, где что, и на экране все меняется. И вы увидите, где какое созвездие, где какая звезда, планета. Вот. А когда закончится карантин, и мы снова будем работать, приходите в Харьковский планетарий на программы к нам, на снова видеосистема, там видео на всем куполе. Если вообще у вас где-то рядом есть планетарий или обсерватория, клуб любителей астрономии, если вам вот интересна эта тема, вы можете посетить, посмотреть, пообщаться, потому что сейчас все идет вперед, новые технологии, новые телескопы, вот эти электронные системы управления, видеопроекции, космос еще красивее, имеем возможность теперь и увидеть, и вам показать. Итак, у нас час эфира. Я благодарен всем, кто остается с нами, кто присоединился. Программы, значит, Sky Map, это от Гугла. Или если напишите в андроиде карта неба, Sky Map. Sky Safari. Я вот этими пользуюсь. Их множество есть разных, вы можете попробовать и подобрать под себя, кому какая понравится больше. Если есть возможность, делитесь ссылкой на трансляцию сейчас в соцсетях с друзьями, с близкими. Пусть тоже посмотрят на Луну сегодня в телескоп. Потому что у меня сейчас возможности нет такой поделиться. Да, у меня система управления телескопом, он на экваториальной монтировке. EQ5 Арсенал, система управления EQ Star Pro и смартфон закреплен на окулярной части телескопа. Ой, нет, я вчера тоже спрашивали, просили на прошлом стриме, можно ли поменять там увеличение. Если я сейчас это буду делать, то все испортится, вот эту мы красивую картинку потеряем, и быстро все это наладить я снова не смогу. Лучше не будем. Потрачу ваше время. Я сейчас вот перед этой трансляцией подбирал увеличение и пробовал с Barlow. Вот на сегодняшний вечер это получилась самая лучшая картинка. Вот при увеличении 300, примерно 330 крат. Вот. Я считал точнее. 336. При моем телескопе с апертурой в 200 мм как бы максимальное увеличение эффективное около 400. Ну, можно до 450-500. Но я пробовал вот вчера, сегодня, ну, не намного лучше. То есть оно все ближе, но мутнее. Другое дело, что если вдруг сильно ухудшится само качество трансляции, то вы говорите, и я буду пытаться ее восстановить. Но пока в 300 килобайт идет по 4G от меня к вам, должно быть в 720p. В плеере YouTube тоже можете выбрать качество 720p, потому что HD. Так как если вы смотрели какие-то другие видео, то может быть качество у вас или интернетом не позволяло, или еще что-то. Бывает такое, приложение YouTube запомнит качество меньше, и в нем уже показывают, и вы смотрите остальные видео. То есть сейчас у меня в HD идет трансляция. Спасибо за ZVO 120 T7. А Т7 это тоже от ЗВО или другого производителя? Смотрите, кстати, сейчас попробую приблизить. Здесь место интересное.
Вот если вы видите по центру не только кратеры, а такие холмы интересных форм. Оставить так, да? Тоже очень интересное место. Смотрите, то ли кратер по касательной, да? От удара образовался, то, о чем часто спрашивали. Или что это, как это образовалось? Может, вулканическая какая-то природа? Ну, похоже, больше на кратер по касательной. Донателло, да, смартфон. Давайте тут чуть-чуть сейчас уменьшу. Окей, сейчас снова добавлю. Попробуем с резкостью поиграться. Хотя мне кажется, что в принципе резко должно быть. О, в принципе, вот с Барлоу оно вот, наверное, так и будет. Двухкратный. Да нет живности вроде, нет никакой. Хотя, если не видели, есть фильм ужасов «Аполлон-18». Про то, как прилетают астронавты туда, а там тарарам, живность нападает на них. Как оценить? Ну, еще в давние времена и до полетов спутников рассчитывали по тому, как тени падают и меняются в течение месяца, в течение дней. Чисто по формулам геометрически, зная размер Луны, расстояние от нас и при определенных увеличениях. Ну, я подробности эти не знаю, но знаю, что уже даже в давние времена, еще до эпохи компьютеров и спутников, очень смогли древние звездочеты подробно рассчитать многие вещи, математически и геометрически. Тоже интересный, смотрите,
Здесь ну прям как два купола по центру, видите? И рядом с ним еще маленькие куполочки. Прям как база на Луне. Давайте попробую еще ближе приблизить. Даже не знаю, на вулканы даже не похожи. Причем на такой ровной поверхности, да, на лавовом море. Сейчас как-то ухудшилось. Качество отрезки пошли. Вот здесь, кстати, тоже что-то интересное. Ну-ка. Чтобы вы сейчас себе масштаб представляли, я сейчас вот от одного края до другого проедусь. Без остановки. Так, поехали. Это полпути. О, кстати, тоже что-то интересненькое. Интересно, было получше качество, а сейчас пошла турбуленция. Точнее, как правильно сказать, рефракция, вызванная турбулентностью атмосферы. Тряска вот эта пошла. Вы имеете в виду с другой стороны или по центру? Сейчас мне вот это место очень нравится. О нем вы говорите или нет? Вот здесь. Музыкальная пауза. Если улучшится сейчас состояние атмосферы, тряска эта вся пройдет, увеличим зум. Харьков, Украина. Юпитер сейчас на утреннем небе, низко над горизонтом, блин, так, по-моему, на юго-востоке. Перед рассветом, уже когда рассвет, небо светлеет на востоке. Видны Юпитер, Сатурн и Марс. Я сегодня утром, то есть как бы вчера, прошлой ночью, когда они приподнялись, поспешил их поснимать и смартфоном, и на астрокамеру. Но все-таки низкое положение над горизонтом планеты приводит к тому, что видно очень плохо. Они
мутные. Ух ты, прикольное сравнение, катамаран. Да, видите, мы все под луной живем. Друзья, я понял, почему качество ухудшилось. Но я, по крайней мере, сейчас прямо с этим что-то сделать не смогу. Сейчас ветер, очень легкий ветерок, а луна проходит сейчас прямо у меня над небольшим моим домиком. Здесь в домике печка топится, дрова горят, и из трубы как раз поднимается дымок прям в сторону Луны. Вот это, видимо, эти восходящие потоки и ухудшили так качество. Но она сейчас уходит уже вправо, к западу. Полосы от кратеров рассыпалось вещество так далеко, потому что удары бывают очень мощные, скорость столкновения может быть до 60 километров в секунду. Можете себе представить момент удара.
Разные силы, удары были разной скорости, разного размера метеориты, разной плотности. Какие-то более плотные, какие-то более рыхлые. Да, именно. Нет, такие мелкие детали, как луноходы, места посадок астронавтов американских. Такие мелкие детали рельефа. Телескопы с Земли не видны. Вот эта длинная штука, давайте вернемся, я тоже не знаю. Похоже на удар по касательной. Сейчас приблизимся. Качество, вероятно, ухудшилось. Оставайтесь все на линии, я переподключусь. Не закрывайте. Так вот, по теням и по виду шарообразности видно. Если бы она сейчас плоская была, тени бы падали на все мои диски вот так. Видно, к краю глубина кратеров не освещается, а чем ближе от края, уже дно освещается солнцем. Под разным углом свет падает на шарообразную луну. Кратеры светятся. Это, наверное, огни городов лунатян. Шучу, конечно. У многих кратеров в центре вершинка, как эффект подсоса при взрыве, как и при падении на поверхность жидкости. И есть кратеры, в которых в центре от мощного удара пробивалась лунная кора, и вулкан вырастал. Уже ученые замечали выходы газа из лунной поверхности как раз в таких местах.
Сейчас попробую резкость еще подстроить. Лунатиком от марсиан. Привет. Так, простите, куда пытаюсь. Сейчас переподключусь. Упало качество. Оставайтесь все на линии. Yes, it's real moon. Online translation. Телескоп Celestron C8 на английском. Английский плохо знаю. Давайте попробую поменять ориентацию камеры.
Да, Венеру смотрели, но заснять особо не получилось. В смысле, стрим устроить я попробовал. Камера не фокусировалась. Писк шаговых двигателей. Вот я, если управляю, система управления, электронная, контроллер. Ой, да, я немножко расслабился и начал подмерзать. Надо идти ставить кофеек, подкидывать дрова в печку Вселенной. Могу вам прочитать стих, а ви скажете, о чому він. На українській мові. Якщо розумієте, якщо ні, послухайте. Чарівна зіронька життя над обрієм вночі зійшла. Моє чарівне відкриття. Вона мене в полон взяла. Я, як дитина, радий був, хоча мене відволікали. Я все одно її почув, її уста співали. Похоже на воду, но это не вода. Это вот, как если вы посмотрите над раскаленным асфальтом или над горящим костром. Все так же. Воздух, газы в атмосфере и водяной пар имеют разную температуру. Вот сейчас поверхность, сегодня был солнечный день, поверхность Земли нагрелась. Сейчас холодает, теплый воздух от Земли поднимается вверх, холодный опускается вниз. А разной плотности газы имеют разная плотность слоев воздуха создает преломление распространению света. То есть это и в лаборатории можно проверить, и над горячей плитой. Вот у меня, допустим, на работе электроплитка, когда стоит и возле окна. И вот когда я с нее снимаю, например, кастрюльку, да, то раскаленная поверхность металла, если вдоль ее смотреть в сторону окна, то в окне все видно вот точно так же, как сейчас на Луну. Но похоже, как будто через поверхность воды, как бы, да, как будто бы мы смотрим, такая иллюзия создается. Не знаю, улучшится ли качество. Вначале было намного четче видно. Задавайте вопросы, если есть. Потому что я немножко, так сказать, и подзамерз, и расслабился. Давайте посмотрим на это место интересное. Ну да, ну уже вот луна отошла в сторону от избушки, а за ней другая избушка, там тоже, наверное, топят. Но правее будет намного чище. Сейчас у нас который час? Так только 11 вечера. А мы знаете, что можем сделать? А мы можем сейчас отключиться и потом продолжить там через полчасика, через час. Потому что прошлой ночью как раз позже и проводил стримы, и тоже хорошо было видно. Правее она была в небе. Горы сейчас покажу.
А вот они. Так, сейчас исправлю в настрое. Да, кстати, может быть, улучшится качество. Я забыл сегодня переподключиться, как вчера. Такой лайфхак есть. Сейчас, секунду, заодно мы с вами ближе познакомимся. Когда переключаешься на смартфоне с основной камеры на фронтальную, качество стрима после этого улучшается. Это уже проверено опытом. Да, окулярная съемка. Сейчас вернусь. Всем теплый привет. Сейчас, по идее, даже стабилизация может еще и будет лучше работать. У меня память такая, друзья, что я эти кратеры никак название запомнить толком не могу. Так как не занимался подробно конкретно исследованиями Луны, структуры ее поверхности, вы можете просто... Вот давайте я сейчас, смотрите, наведусь. Вот это очень известный кратер. Сейчас мы... А вы карту Луны можете найти в интернете? Возле Альпийской долины. По-моему, Платон. Но я могу ошибаться. Поехали. Рад стараться, Татьяна. О, видите, он такой характерный, темный на фоне остальной поверхности Луны. И вот справа от него полосочка, если видно, Альпийская долина. Называется. Вчера ее было намного лучше видно. Тени там еще падали от гора. Уже в той местности солнце поднялось выше над горизонтом. И хуже видно стало. Да, оставлю картиночку вот так сейчас. Вы сможете заметить здесь и мелкие рядом видны. Так, я, друзья, оставляю Луну на вас. Общайтесь в чате. Я сейчас вернусь. Пойду дров в печку подкину. И, может, кофейка заварю. С вами остается Луна и Его Величество Чайковский.
Как-то у вас дела? Всем добрый вечер, кто присоединился. Вам нравится Чайковский? Тогда еще минутку, у меня кофе заваривается. Я вернулся. Добрый вечер всем, кто присоединился. Любуемся Луной онлайн через телескоп. Можете посмотреть на этот необычный ландшафт, не выходя из дома. Я себе позволю в ближайшую минутку заточить печеньку с кофейком. Градусник показывает +5 на улице, но мне кажется, что уже холоднее. Градусник на окне.
Попробую подстроить резкость. Сейчас, секундочку. Ну, так получше. Увеличение 336 крат. Телескоп с апертурой 200 миллиметров. Кстати, я вчера не сообразил, уже потом подумал, спрашивали. Я могу, ну не сейчас, допустим, через 10 минут, 2 часа будет трансляции, покажу, собственно, как у меня это все выглядит. Сниму скрепление смартфон с телескопа и покажу вам, как крепление к окуляру, телескоп, система управления. А на смартфоне лучше получается. Харьковская область, Украина. Всем теплый весенний привет. Берегите себя, будьте здоровы и любуйтесь луной с экранов гаджетов, телевизоров. Оу, ё. А вот и вылетел YouTube, но я вернулся. Кто-то не хочет, чтобы мы посмотрели с вами на Луну. Скажут, магия выбросила из стрима. Видно примерно 60% освещенной поверхности.
Да, музычка с ноутбука играет. Из старого доброго Винампа. Но я ноутбуком управляю системой управления телескопом, и интернета на нем сейчас нет. О, собака орет, говорит, моя луна. Вопрос, это максимум? Максимум чего? Увеличения? Нет. Это максимум увеличения, которое мне показалось максимальным в сегодняшний вечер. То есть на телескопе с апертурой 200 миллиметров, фокусным расстоянием 2000 миллиметров, можно 400, 450 до 500 крат увеличения. Но я попробовал сегодня вечером. Атмосфера все-таки не идеальна. Вот это дрожание, рефракция, вызванная турбулентностью атмосферы. Причем в начале стрима еще получше было видно. Но когда успокаивалась атмосфера, я еще приближал вот так. И многие мелкие детали рассмотреть можно было. Да, кстати, да, вроде бы сейчас подулучшилось качество. Странник, наверное, он покоряет Солнечную систему. Да, наблюдения странных явлений были в моем опыте. Я их описал в статье. Надо уже как-то ссылку, наверное, в описании добавить под ролики. Очень частый вопрос. Если напишите в поиске Гугла, по-моему, если напишите SkyVlad, наблюдение НЛО, там страница так подписана, но astroromanticblogspot.com, по-моему, страничка, или blogspot.ru. Там я описал случаи наблюдений странных явлений, но я не утверждаю, что это инопланетяне были, прям 100% я видел космические корабли пришельцев. Но странные вещи, причем многое видели с людьми мы. Один раз это случалось даже на экскурсии в обсерваторию телескопа. И мы даже телескоп направляли над городом. Что-то летело, похожее на Сатурн, кувыркаясь. И при этом внутри, как бы этих колец, внутри было яркое свечение такое, прям как вот звездоподобное или огненное. И потом эта штука, вот так вращаясь, пролетая над городом, постепенно улетала дальше и угасала. И многие это видели, мы в телескоп наводили. Я ни на тот момент, ни на сегодня объяснить, что это, не могу. И представьте, мы спускаемся с обсерватории в Харьковском планетарии, спускаемся вниз с этой группой посетителей. Они такие вдохновленные. Просто представляете, ну НЛО увидели, еще и в телескоп. Спускаемся вниз, а там уже следующая группа, ну, незнакомых, да, людей. И эти им говорят, а мы НЛО наблюдали. Мне говорят, а нам покажете? Я говорю, пошутил, конечно, говорю, улетела, но обещала вернуться. Тревожная музыка, имейте в виду вот эти писки, свисты, движки крутятся. Но если можем вот так.
Полярная звезда — это звезда, в сторону которой просто так совпало в эпоху, когда мы с вами живем, направлена ось вращения Земли от северного полюса географического вверх. То есть полярная уже через 500 лет, через 1000 лет она не будет уже полярной, она уже будет в стороне. Потому что, как оказалось, ось вращения Земли прецессирует в пространстве, смещается за столетия вследствие влияния гравитационного Луны и Солнца. Только что пролетело, да? Я даже не заметил. Спутников, конечно, целая эскадра на орбите. Ну, можно же под спутники и маскироваться, да? Вон, как показывали ролик, выбегал динозавр мусор выбросить где-то в Испании или где-то по телевизору. Карантин, на улице выходить нельзя, кто-то в шутку и всерьез выскочил в костюме динозавра и побежал по улице с мусорным пакетом. Так что нам мешает подлететь к планете и тоже на орбите спутников перемещаться. Хотя сейчас, конечно, есть же слежение за спутниками, так как могут быть спутники-шпионы, поэтому если думаю, если что-то или кто-то окажется на орбите Земли, сейчас я исправлю изображение, то я думаю, военные это быстро отследят. Если сейчас даже космический мусор каталогизируют на орбите отработанные ступени. Харьковская область, город Харьков, восток Украины. Как вам вот этот кратер? Рад стараться, Александр. Все, кто присоединились. Такое дело, выходить на улицу специалисты не рекомендуют нам, да? Лучше перебдеть, чем недобдеть, пересидеть это время. С карантином, ну, все сложнее становится. Сейчас уже по новостям говорят о том, что могут пойти войти запреты на перемещение на личном транспорте. Пока еще катаемся.
Пока мы еще в эфире, если есть возможность, поделитесь ссылкой на стрим с друзьями в соцсетях. Пусть посмотрят, может даже в записи. Не у всех есть возможность телескоп посмотреть, я поэтому стараюсь для вас, провожу такого рода стримы. И на канале видео найдете съемки через телескоп, в том числе и Венеры, которая на закате красавица видна по вечерам. Но если вы зарегистрированы на YouTube, жмете кнопочку подписаться, и там еще колокольчик рядом есть. Будут приходить уведомления о будущих стримах, о видео. Давайте попробуем резкость подстроить. Вот это интересное место. Как вам вот эти штуки куполоподобные? Кроме Луны пока ничего не получилось стримить в достойном качестве изображения. Сегодня пытался Венеру, примерно час на это потратил, окуляры подбирал, но не получилось. Как потеплеет май-июнь, и можно будет комфортно, так сказать, развалившись в кресле у телескопа с ноутом, через астрокамеру, как тут писали, то вот таким макаром, может быть, получится делать
видео захвата с камерой в ноут, а ноуте уже с экрана изображение стримить на YouTube. Будем пробовать. Юзер пишет: этот продолговатый Шиллер, кратер, диаметр 179 на 71 километр. 179 на 71. Это который наверху темный или который внизу с горками? Ага, давайте к нему вернемся. Можете себе примерно прикинуть масштабы штуковины, да, этой 171 километр на 70. Сейчас вообще что-то ухудшилось совсем атмосфера. Уже телескоп от домиков в сторону ушел отапливаемых.
Значит, может изменение погоды. Давление сейчас вверх пошло. Вечером около 9-10 намного четче было видно в начале стрима. И вчера. Полетели на другую сторону. Вот вы себе масштаб можете представить. Качество нормальное, в HD должно идти. Но от меня 330 килобайт в секунду уходит на две палки из 5 4G. Добрый вечер. Не только пролетающие темные точки и силуэты. Ну это ж может на орбите Земли что-то. Платон, да? Платон, диаметр 100 километров. Да вот подсказывают люди. Мне просто сейчас нет возможности поискать информацию. А расчеты, кому интересно, можете вникнуть. Даже Земля по орбите вокруг Солнца проходит полоборота. И те объекты, которые ближе, на фоне тех, которые дальше, качаются из стороны в сторону. То есть простая геометрия, как и у нас здесь в природе на Земле, так и в космосе. Какая температура в космосе? А температура штука относительная. Получается, в тени, вдали от звезд, температура стремится к абсолютному нулю. Но есть реликтовый фон, и Вселенная все-таки не с температурой 0, где очень холодно. Температура это что? Это взаимодействие одних атомов с другими, то есть потеря тепла, потеря энергии. Соответственно, если вы находитесь в бане, где влажный воздух и высокая температура, или выходите в другую комнату, где такая же температура, но низкая влажность, ощущения будут совсем разные. Вот. То есть зависит от многих таких моментов. Например, космический аппарат может пролететь через солнечную корону, где температура 1 000 000 градусов по Цельсию, и космический аппарат не сгорит, потому что плотность вещества в пространстве в солнечной короне очень мала, разрежена.
распределены эти частицы в пространстве, и взаимодействие с поверхностью космического корабля, допустим, таково, что не расплавится, не сгорит. Но, например, мы можем сказать о температурах поверхностей планет. Допустим, на Луне очень сильные перепады. Я цифр встречал очень много разных. Но, в общем, чаще говорят так, от минус 180 до плюс 200-300 градусов по Цельсию. Перепады в 300 градусов на Луне это нормально поверхности. А под поверхностью уже перепады температуры не так велики. И, соответственно, если построить жилище под поверхностью, то там температура будет относительно стабильной. Юзер нам подсказывает, а это кратер Гассенди. Если я правильно читаю, древний крупный ударный кратер на видимой стороне Луны на северо-западной границе моря влажности. Так, это какой именно? Тот, который на краю вот этого моря, видимо. С горкой в центре. Ага, интересно, спасибо. Да, видно, этот кратер даже одним своим краем как бы утонул в этом лавовом застывшем море. Да, Луна не четче. Днем Луну видно, но плохо. Слабый контраст, то есть получается яркость Луны лишь немного больше яркости фона неба. И, соответственно, днем на Луне в телескоп кратеры видны, но не так четко. Насчет радиации, конечно, и космические лучи, так называемые высокоэнергетические частицы, которые пронизывают пространство, которые задерживает атмосфера Земли, и радиация от Солнца, гамма-излучение, рентгеновские лучи. Поэтому не забываем, конечно, о том, что организм человека умеет восстанавливаться. Мы тоже живем в абсолютно радиоактивном мире. Вот если вы бананы когда-то ели, или ели, например, орехи, то в них довольно много радиоактивного элемента калий-40. То есть вы ели, это не значит, что их не надо есть. Есть удобрения калийные, им просто дачи, огороды и поля удобряют. Соответственно, вообще радиации очень много. Но наш организм, когда клетки повреждения получают от ионизирующих излучений, то если клетка погибает, организм наш в идеале пытается с этим справиться. И разрушившиеся части клетки, отмершей, выводятся из организма человека. Если же излучение очень сильно организм не справляется, вот тогда возникают разного рода проблемы, генные и мутации, и отказ органов и системы всей человеческого организма. Поэтому выжили многие ликвидаторы, получившие смертельные дозы на Чернобыле. Космонавты получают на орбите тоже повышенную дозу радиации. Я вчера этот вопрос тоже задавали. Я спрашивал, я информацию читал о том, что не подтверждено это точно, но некоторые из американских астронавтов, которые летали к Луне и на Луну, что они не сразу, но несколько из них умерли от онкологии, то есть от опухолевых таких каких-то заболеваний. То есть, вероятно, возможно, вызванных той дозой радиации,
которую они получили при полете на Луну. Такие вот моменты. Так что с радиацией она опасна, конечно, в космосе ее больше, чем здесь на Земле, но если мы летим к Луне и назад, то мы получаем не смертельную дозу. Вот если сравнить, я точно не знаю, но вполне может быть, что если человек полетел к Луне и вернулся сюда, то он получит излучение меньше, чем те, кто сейчас сталкеры лезут на Чернобыльскую станцию, там вокруг бегают, видосы пилят. Насчет Стэнли Кубрика, где тут моя любимая музычка? Во. Обожаю Штраус. Автор, ты нам врешь. Комментатор, ты нам врешь. Тем, что пишешь, что я вру. Ищу свои мечты. Вот, например, здесь будем попивать кофеек с печеньками. Как мы выяснили, размер кратера 170 на 70 километров, за что большое спасибо нашему зрителю юзер PC, как говорила у нас учительница информатики IBM RS. Юзер RS. Вот телескоп Хаббл. Интересный вопрос. Даже не задавался такой целью, где его... Наверное, все-таки далеко очень от Земли, и рассмотреть его сложно в любительскую технику. А давайте попробуем ракурс поменять. Я, кстати, обещал и уже забыл показать всю систему телескопа. Давайте попробуем. К Луне вернемся. Приоткроем, так сказать, тайну. Сейчас потрясет. Включил налобный фонарь. Сейчас зарядочку смартфона вытаскиваю. То есть вот окуляр телескопа, крепление. Вот там у нас Луна, которую мы с вами наблюдаем. На телескопе есть искатель, сам телескоп. Вот крутится система приводов, противовесы, экваториальная монтировка. И, собственно, пока что на изоленте блок управления движением. Старый добрый наш Winamp. Вот я сейчас нажимаю вот эти кнопочки и перемещаем телескоп. Да, тут у меня еще переноска с розетками. Подключен ноутбук, подключен телескоп и зарядка смартфона. Ну а сейчас попробуем назад установить.
Вот, можете заметить, что настройка смартфона на окуляре телескопа вот занимает определенное, так сказать, время, и может быть сейчас будет даже лучше видно. Да, это у меня экваториальная монтировка, да. Это как штатив у фотоаппарата. В данном случае это тренога у меня. Иногда телескопы ставят на колонне. Подстроим резкость. Вот я вам показал, это мне вчера писали, мол, как ты это проводишь, фейк там, еще что-то. Ну что, поехали. Маску. Вопрос, маску не забыл одеть, а мне тут ее нет кого одевать. Я, можно сказать, эвакуировался поближе к Луне и звездам, подальше от огней города и запыленной атмосферы. Наблюдаю с Харьковской области, восток Украины. Поменяю ориентацию смартфона относительно Луны. Венера у меня уже, я думаю, под горизонт опустилась. Ну, по крайней мере, я ее уже давно не вижу за деревьями. Но мне не удалось сегодня ее транслировать. Я попробовал, не получилось. Рад стараться, друзья. Благодарен вашим теплым словам, интересным комментариям. Был, кстати, интересный вопрос. Мы его уже обсуждали. Я отвечал на него. У меня есть на канале видео
Луна, ответы и вопросы. Там в хорошем качестве видео, снятое через Максутово-Кассиэриана телескоп, по-моему, уж не помню, 150-миллиметровый. Так вот, вопрос, почему со стороны Земли на Луне так много кратеров? Дело в том, что Луна все-таки от нас очень далеко. Если вы можете себе представить, например, яблоко и вишню на расстоянии 2 метров. Так вот, мимо яблока может что-то пролететь, чтобы упасть на вишенку со стороны яблока. То есть свободно. То есть диаметр Земли 12 тысяч километров, грубо говоря. А до Луны расстояние 380 тысяч. Оно меняется, Луна по вытянутой орбите ходит, бывает ближе, бывает дальше, бывает 403-405 тысяч километров, бывает 370, даже, по-моему, 360, но в среднем 380 тысяч километров. И, соответственно, мимо Земли запросто что-то пролетит и шлепнется на Луну. Да, кстати, на яблоке есть кратеры. У нас на Земле их называют астроблемы. Очень известно это Аризонский кратер, а также, если посмотрите на Google картах, включите съемки со спутника, то увидите у нас в Харьковской области, южнее Харькова, немножко ниже, возле поселка Зеленый Колодезь, тоже есть огромная воронка. В свое время ездили туда мы и с академиком, уже ушедшим от нас, Клим Ивановичем Чурюмовым, специалистом по кометам, небесным этим телам. Также неоднократно исследовали местность. Я спрашивал геологов, и ту информацию, которую нашел на этот момент, все говорит о том, что это с большой вероятностью метеоритный 2-километровый в диаметре кратер, немного овальной формы, рядом с 1,5-миллионным городом. Но почему это не место туристическое? Почему его нет даже в списках астроблем, то есть кратеров на Земле? А потому что ни в советское время, ни сейчас не нашлось средств, целей на бурение. То есть нужно провести многократное бурение в той местности, исследование распределения пород в грунте, чтобы определить, ударного ли происхождения эта воронка, или все-таки вымытая речушкой под, называется, такое тоже бывает. Так что вот такие исследования тоже и расследования проводим. И Клим Иванович Чурюмов, первооткрыватели кометы. Очень хороший был человек, мне посчастливилось быть с ним знакомым, слушать его прекрасные лекции, рассказы. Ух, что-то ну совсем атмосфера ухудшилась. Небо ясное, ни облачка, ни дымки. Но турбуленция дикая. Вероятно, в верхних слоях атмосферы турбулит. Поэтому я хотел вот вам приблизить покрасивее, но не получается. Друзья, но мы с вами идем на новый рекорд. Проводил я часовые стримы, вчера 2-часовые, мы с вами уже к 3-часовому идем. Я думаю, если хорошенько подготовиться, то можно и больше. Что у нас, кстати, с качеством сильно не ухудшилось. 250 килобайт в секунду улетает к вам. Сейчас немножко потрясет питание смартфона. Есть. Как часто стримлю,
Часто провожу стримы в прогулках и путешествиях по городу Харькову, окрестностях. И вот теперь практикую и стримы, так как по городу сейчас гулять, как известно, и запрещено, и небезопасно, не рекомендуется пока, скажем так, и небезопасно с коронавирусом. Так вот, гуляем по Луне. Думаю, если потеплеет и не запретят нам перемещаться на личном автотранспорте, то продолжим эту традицию. Буду стримить в разных фазах Луну, вам показывать. Дело в том, что вот такой телескоп, как у меня, с этой всей его системой, просто нереально перевести в руках. Это невозможно. В полном сборе все это, еще и с ноутбуком, общим весом порядка 35 килограмм. А еще со всем остальным, что мне нужно с собой, это порядка 40 килограмм. Вот, это я не жалуюсь, просто рассказываю, поэтому если запретят поездки на личном автотранспорте, то с дома и из города такой красоты я вам не покажу. Тимур, у меня жена есть, 2 детей. У меня все нормально, не переживайте. Жена и детки сладко спят, а я для вас стараюсь. Если вы сюда зашли, значит вам интересно с резкость подстрою. Давайте съездим к куполочкам нашим интересным. Кто не видел еще, сейчас, конечно, сильно трясет изображение, атмосфера. Но вот здесь парочка интересных куполообразных образований. Как вам видно? Точно, собаку привязал, да, к штативу, к монтировке телескопа. Рядом собака спит, ППС подходит. Гражданин, документы, что вы нарушаете? Да нет, вот собаку выгуливаю. Да, смешно и грустно. Ничего, я надеюсь, переживем, и все вернется на круги своя, все будет хорошо. Так, это трясется, я пытаюсь для вас улучшить картинку, поменять ракурс. Это вот после перестановки смартфона, когда я вам показывал, как у меня что устроено, качество подухудшилось. Да, смартфон на креплении можно крутить, вертеть на окулярной части, причем многие, и может даже большинство телескопов дают перевернутое изображение, когда смотришь. Для неба это абсолютно не важно, потому что Луна от момента, как она взошла на востоке, как заходит на западе, и планеты там, и звезды, это все тоже переворачивается, то есть на небе пока так проходят относительно нас. Поэтому это не особо важно. А для земных объектов, конечно, это не подходит. Поэтому многие удивляются, говорят, что у тебя видео Луна перевернута, если помнят, как она в небе видна. Но у этого телескопа сейчас у меня идет еще через призму в окулярной части проекция. Соответственно, дает он не перевернутое изображение.
плоскоземельщиков предостаточно. Можно и вебку, да. Собственно, раньше так и делали. Выламывают объектив у веб-камеры, крепят в окулярное место телескопа и снимают, и стримят. Но, допустим, у меня вебка есть, которая в HD качестве снимает. Я ее, в принципе, сравнил со всем остальным, что у меня есть, и со астрокамерой, и с камерой смартфона. Ну, пока вот лидирует по качеству смартфон с его встроенной камерой. Звезды, ну, сейчас здесь рядом нет ничего с Луной. Будет просто как яркая точка видна. Красоту какую-то определенную не увидим. Я вот прошлой ночью после стрима попробовал смартфоном Deep Sky, так сказать, поснимать. И получилось довольно интересно. Кольцо в Лире, если кто знает, это планетарная туманность, результат взрыва, древнего взрыва звезды. Она глазом в телескоп видна как светлое пятнышко, как такой бубличек светлый. А вот смартфон, как сейчас прикрепил, и с длинной выдержкой порядка 5-8 секунд, и ISO там порядка 1000, колечко четко на снимке проявилось с окружающими звездами, и даже цветное колечко. Я сделал серию фотографий, думаю, в какое-то из видео в будущем этот снимок покажу. Конечно, там получают астрономы-любители потрясающие кадры, намного лучше, но знаете как, это ж, собственно, увлечение, как хобби, творчество, поэтому ты рад своим достижениям, снимкам, и поэтому в астрономии многие также проходят все эти шаги, делают, то есть сначала небольшой телескопчик покупают, потом больше, потом пробуют снимать, фотографировать, обрабатывать, то есть это интересно. Потому что бывают такие вопросы, ну, типа, не позорься, к чему ты, что это ты показываешь, у тебя звезды как блямбы светлые, нечеткие и так далее. Сейчас попробую еще тут в окуляре смартфон покрутить, повертеть. О, так-то лучше. Давайте слетаем к интересному кратеру, вот он. В смысле развод, в смысле не похоже. Я несколько минут назад снимал смартфон с окулярной части. Показывал, как это все на телескопе установлено. Только вот почему и предупреждал, после этих процедур картинка стала похуже. Да нет, вот смотрите. Я могу сейчас на телескоп, где тут у меня. Это вот я рукой перед телескопом машу. Вот могу сейчас его собою закрыть. Но рук или меня вы не увидите, потому что телескоп сфокусирован на Луну. И любой такой оптический прибор, если он фокусируется на дальний объект, близкие не в фокусе объекты. Поедем сейчас вдоль лунного терминатора. Причем, если кто-то еще сомневается, вдруг действительно думает, что с экрана снимаю, мы сегодня и по заявкам работали. То есть вот определяли вместе диаметр кратеров и останавливались на определенных интересных участках. Вот куполочки тут смотрели. Опа. Понимаете, какая штука хитрая? Предела совершенству, мечтам и так далее нет. И при определенном подходе
Можно и стрим устроить, например, с задержкой в 1-5 секунд будут кадры меняться. Сейчас у меня 30 кадров в секунду. Дело в том, что при экспозиции 1/30 секунды, вот видео это 1/30, допустим, да, 30 кадров в секунду. За 1 секунду делается 30 кадров. 30 раз 30 фотографий. Это очень короткое время накопления сигнала. Его недостаточно, чтобы увидеть красивые туманности, галактики. Для этого очень много длительная экспозиция. Иногда красивая фотография галактики вот, на таком телескопе, как у меня, допустим, даже не маленьком и не супергигантском, это, например, 100 кадров по 15 секунд или по несколько минут. То есть вы можете почитать об этом. Многие астрономы-любители это все очень подробно описали. Получается, что все идет, конечно, вперед. Сейчас уже электронные матрицы камер более чувствительны. Уже, если раньше этого было вообще себе представить сложно, сейчас уже подносишь к окуляру телескопа смартфон, и яркое звездное скопление или яркие звезды, раз, и они уже на кадре есть. Не очень четко, там шумно, но уже видны звезды. То есть сфотографировать телефоном звезды в телескоп, это было раньше что-то невероятное. Вот. Поэтому, чтобы получить снимки, как называют Deep Sky, то есть объектов глубокого космоса, а не Луна и яркие планеты, нужно накопление сигнала, длительная экспозиция, а еще учтите, очень четкая атмосфера нужна. Вот сейчас трясет, а теперь представьте, если снимок будет получаться в течение, например, 1 минуты или 10 секунд, то это все размажется, то есть снимок будет нечеткий. Да, поэтому очень много тут нюансов. Луна, как самый яркий объект после Солнца, его вот снимать и транслировать стало возможным, может быть, в будущем, я же говорю, станет возможным и транслировать красоту галактик. Камеры будут еще чувствительнее, их большей площади, светосильные телескопы, даже любительские, позволят проводить, допустим, стрим, в котором будет вот идти звуковое сопровождение, как мы с вами сейчас общаемся, но картинка будет меняться, например, раз в 30 секунд. И каждые 30 секунд вы будете видеть, как в кадре смещается там галактика в сторону или еще что-то. Вот такие вот моменты. Причем, допустим, мы получали из Харьковского планетария доступ, нам давали к системе управления телескопов за рубежом. Мы из Харькова подключались к телескопу в Мексике и в Австралии. Я думаю, что и сейчас эти проекты есть. Скажем так, кто угодно туда не может, тут прям подключился и все, и фотографируешь, получить доступ. Но для образовательных проектов, научных и астрономов-любителей, там очередь формировалась. Заходишь, как бы логин, пароль, открывается окно управления, и если там небо ясное, ты нажимаешь по координатам, телескоп наводится в нужную область неба, ты делаешь с определенной экспозиции снимок, скачиваешь его, и снимок еще там в архиве остается. То есть даже такие были, я думаю, что и сейчас есть системы, у кого нет телескопа, но кто в этом разбирается, интересуется, есть возможности. Вот. То есть все идет вперед. Поэтому говорить, что что-то невозможно, конечно, было бы неправильно. Я думаю, что направление вообще оптики и вот регистрации света в будущем будет намного еще круче, еще колоссальнее. Да? Вот как сейчас уже научились делать на микроуровне камеры, уже у смартфона это микрокамера меньше ноготка, а у нее еще и оптическая стабилизация и все. Прогресс идет вперед. Ну что, погуляем вдоль лунного диска. Прикол в том, вопрос возник, Луна как Луна. Прикол в том, что не у всех есть телескоп, не все имеют возможность с него посмотреть. Выходят сейчас на балкон, а там в небе Луна. Заходят на YouTube, а тут она в телескоп
с увеличением в 300 с лишним крат. Завтра, думаю, ничего не буду. Пока обещать не могу, когда в ближайшее время стримы будут. Но, надеюсь, продолжим эту традицию. Да. Ну, это, кстати, к вопросу о том, допустим, ну что тут на Луну смотреть. Вот люди подходят в картинной галерее и смотрят на квадрат Малевича. И стоят на него 5 минут, смотрят. Другие говорят, странные какие-то, ненормальные. Другие смотрят часами на Мона Лизу. Третьи сидят, смотрят на заходящее солнце. Мы вообще люди такие интересные существа. Ну, тут, кстати, еще очень интересная такая область. Давайте попробуем ее приблизить. Временами, как можете заметить, эта тряска проходит, и на долю секунды изображение четче становится. Да, Алина, вы в стриме, в чате. Всем доброй ночи. Сегодня довольно много нас собралось под Луной. И, конечно, мой традиционный вопрос, кто откуда смотрит, взорвет этот чат. Поэтому напишите так, кто с какого континента смотрит. Вот я сейчас, так сказать, представитель представитель Евразии. Напишите, есть ли у нас Северная Америка, Южная, Англия, вчера у нас была Индонезия, и сегодня в начале стрима Австралия что-то молчит. Северная Америка есть, Игорь. Привет. Так, Северная Америка у нас есть. Да ну, Атлантида. Серьезно? Из Африки никого? Ну окей, спасибо. Ну, в общем, если что, вы пишите, интересно. Потому что бывает так вообще внезапно. И знаете, вот вы пишете, у меня сразу воспоминания возникают. Вот промелькнуло в чате Уральские горы. А так как мы сегодня смотрим на Луну, а это ж она красавица, солнце закрывает. Мы Урал, когда проезжали на поезде легендарном Харьков-Владивосток, о, я не перестаю вспоминать эти виды из окна поезда. Едешь по континенту через часовые пояса, и меняются вообще виды природы, и горы Урала, там вообще железная дорога проходила, помню, возле таких рек бурных, вокруг поросшие такие каменные горы, скалы, в общем, класс. Всем теплый привет, друзья, из Украины. В общем, небесная канцелярия сегодня, как мы все собрались под Луной, она нам бросила пелену в небо. Качество, ну не знаю, это я уже требовательный после вчерашней ночи. В городе все намного хуже видно, по крайней мере, то, что было
с осени по весну, то, что я мог заснять и вам показывать. Тут еще вся надежда на сотового оператора, что 150 килобайт в секунду, качество, наверное, не очень. От меня ближайшая вышка связи, я думаю, не меньше 7-10 километров. Ну, 4G ловит. Друзья, я вас оставлю с Луной наедине. А сам пойду дровишки в печку подкину.
присоединился, всем доброй ночи. Кто остается на стриме, всем теплый привет. Теплый привет. Холодную ночь. Если есть вопросы астроному, пишите. В палатке я спал, наверное, один раз в жизни на рыбалке. И то палатка была не моя. И мы тогда подзамерзли. Но было классно. А так вообще, допустим, даже на рыбалку на ночную с другом выходили, выезжали, то я обычно до рассвета рыбачу, потом сворачиваемся на хаос и спать. Дрожит, ну смотрите, какая штука. Сам телескоп довольно жестко стоит, когда в него смотришь. Я уже подзамерзаю. Будем сейчас 3 часа, ну рекорд стрим. Вот я если касаюсь, вот так смотрите, смартфона, вот стучу по нему пальцем, вот дрожит, да? Хотя, по идее, еще стабилизацию камера должна давать при стриме. Это первое. Вот если резкость настраиваю, за телескоп берусь, видите, подстроил резкость. А еще, если нажимаю так сфокусироваться, немножко то удаляется, то приближается. Камера фокусируется. Ну, моря на Луне из застывшей лавы, магмы. Так, резкость. Что-то у нас с резкостью не то. О, так по идее получше. Не, сейчас еще попробую подстроить. О. Почему все кратеры круглые, овальные есть. И вон мы посмотрели даже внизу, сейчас покажу, если досмотрите. Есть и продолговатые, очень странные. Но в общем-то при ударе даже под углом по касательной от сильной скорости соприкосновения происходит взрывоподобное событие. И даже при падении под углом образуется от этого взрыва такая воронка. Скорость движения Луны вокруг Земли есть, но еще и Луна вместе с Землей со скоростью около 30 километров в секунду мчит вокруг Солнца. Соответственно, если навстречу метеорит или астероид со скоростью тоже порядка 30 километров в секунду, вот скорость порядка 60 километров в секунду может быть столкновение тела. Можете себе представить удар, разогрев, выделение энергии, образование воронки. Но есть на Луне и кратеры вулканического происхождения, есть провалы. Корректирующая пластина. Сейчас посмотрю, кстати, не смотрел за всю ночь. Не запотела.
магма, допустим, из недр Луны выходила на поверхность, растекалась, остывала. А учитывая, что Луна остыла и окаменела, подпитки постоянных газов из недр нет, она атмосферу потеряла, если даже она была. У тех планет, у которых есть атмосфера, это чаще всего связано еще и с тем, что геологические процессы из недр и определенные температуры высокие насыщают атмосферу планеты постоянно. То есть Земля, допустим, тоже теряет атмосферу, но она постоянно насыщается испарениями с Земли и выходом газов из недр и при извержении вулканов и гейзеров и так далее. Добрый вечер. В записи можно. Вот Венеру очень просили, как смог, записал, обработал, стабилизировал изображение, потом объединил снимки, и на канале есть видео, там видно, и как трясет планету при не очень хорошем состоянии атмосферы и не термостабилизированном телескопе, и как потом, обработав снимки, отбросив плохого качества и объединив хорошие, наложив друг на друга, можно получить более четкое изображение, как это видно, допустим, глазом. Но стримить сложно, у меня пока не получается. Сегодня пробовал вечером настроить стрим Венеры, но приложение YouTube, через которое я транслирую на смартфоне, оно отказывается фокусироваться на ярком пятне Венеры, даже в центре кадра. И не получилось мне. То есть в окуляр видно глазом, в специальных приложениях, где можно регулировать чувствительность, фокусировку, вот это все камеры, там видно. То есть заснять могу, потом видео опубликовать на канале, а вот стримить пока не получается. Это можно, если прикрепить камеру к телескопу, с камеры изображения на ноутбук или компьютер, с него уже с экрана захватом изображения, допустим, транслировать на YouTube. Но мне пока это не представляется возможным так организовать. Луноходы есть, там стоят, причем на них же были установлены так называемые уголковые отражатели, как и катафоты вот на велосипедах, да. И когда сейчас в те места, где на Луне луноходы были оставлены, остались советские, где астронавты развернули, когда летали на поверхности в местах посадки уголковые отражатели, в ту область Луны отправляют лазер, он отражается и приходит на Землю за 2 секунды. Секунду туда, секунду назад, вот со скоростью света. То есть Луна, которую мы с вами видим, вот она была такой секунду назад. Вот этот интересный продолговатый кратер, как нам подсказал зритель, нашел информацию в интернете о нем, об этом кратере. 170 на 70 километров. То есть вот масштаб можете себе попробовать представить. Это при увеличении в 300 с лишним крат. Да, а луноходы, их не видно в телескоп из Земли, это столь мелкие детали. То есть представьте, если вот эта продолговатая штука 170 километров, и там сейчас стоит луноход. То есть атмосфера не позволяет рассмотреть, атмосфера Земли. Турбуленция вот эта. То есть воздух, он же нестабильный, неспокойный у нас, разные температуры, разная плотность, и свет при входе из космоса, лучи света переломляются в воздухе. Бывают ночи, когда лучше качество, бывает хуже. Вот мы сегодня начинали стрим 3 часа назад, было видно намного четче, стабильнее. Потом, если в записи посмотрите, промотаете назад, то увидите.
Обратная сторона Луны. Надо лететь и смотреть. Хотя Луна немножко качается. Мне терпения не хватило, мне как-то целью задался фотографировать Луну каждый вечер и потом это объединить в анимацию за несколько месяцев. Но мне терпения не хватило. А у кого терпение есть, могут это повторить, этот опыт. То есть фотографировать Луну, даже, допустим, через подзорную трубу, а потом снимки еще обработать, каждый так, чтобы центрировать Луну четко по центру кадра, или специальными программами это можно сделать, и сделать видеоанимацию, то вы увидите, как Луна вот от серпа к полнолунию нарастает, потом убывает, в анимации это будет, да, видно, и будет видно, как она качается. То есть на орбите Земли, когда она движется, еще и по вытянутой орбите немножко, то мы немножко заглядываем на краях. То есть вот смотрите, например, вот этот кратер сейчас здесь, а через там несколько дней или недель он уже чуть дальше от края, потом чуть ближе к краю. То есть шар Луны так относительно нас движется и качается, что это называется либрация. И даже такие любительские возможности позволяют это увидеть, проверить. На ютубе есть анимация, если напишите либрация Луны. Есть прикольные такие ролики, люди сделали. Киндер, да, Киндер, есть просто чат бежит, я что успеваю заметить на экране, на те вопросы стараюсь ответить. То есть, если что, можете продублировать. Я вот сейчас вижу только 3 последних комментария в чате. Если я буду проматывать, у меня будет изображение трястись. Черные движущиеся объекты на Луне. Я думаю, что ну, то есть вариантов много. И самое такое логическое объяснение, что за черная точка пролетела в кадре, это спутники. Есть спутники, которые с разной скоростью на разных орбитах относительно Земли кружатся. И, соответственно, какие-то ближе к нам, какие-то дальше. Какая-то точка медленнее пройдет по диску Луны, какая-то быстрее промчит. Но вот когда я прошлым летом увидел, у него так вот только не трансляцию проводил, а снимал, и на фоне Луны пролетело нечто, да, такое довольно крупная штука. Ух ты, думаю, огромный спутник. Ну это не МКС точно была, я сразу проверил в приложении. Там похоже на птицу, как будто даже взмахи крыльев кажутся при близком рассмотрении. Может быть, но за год я так и не увидел ни одного комментария. Вот есть кто, биологи, как правильно называются, те, кто специализируется по птицам. Летают ли птицы в Украине ночью так высоко в небе? То есть это больше, я думаю, 200-300 метров над землей. То есть это не летучие мыши, не время вроде бы перелетных птиц. Но я вопросы такие от спецов по птицам так и не услышал. А может, потому что и не летают ночью высоко так в небе птицы. Монтировка ЕКУ-5. Я, конечно, так интересна у меня такая история. Приобрел телескоп, когда в начале февраля, по-моему. Был вариант, нашел. Поехал за ним в другой город, в Днепр. Ездил из Харькова. Вот, мне очень понравилась эта модель C8 Целестрона.
Но купил трубу. А на что ее ставить? А для нее монтировку искал вот 2 месяца. Всех на уши поднял. Дело в том, что очень хотел именно экваториальную, чтобы ее можно было моторизировать и вот управлять и стабилизировать. Вот. Но, к счастью, все-таки дождался, и сейчас у нас в Украине монтировки продают EQ5 Арсенал. Ну, в общем, я доволен пока. Хотя в моем опыте это пока первая такая монтировка. Ну, то, что я видел, читал, в принципе, все нормально. Массивная, с виду надежная. Так, Алекс пишет, Александрия тоже это видел и просил увеличить. Не расслышали. Еще раз повторите. Вот я сейчас смотрю в чат. Да, в астрономии Луна почти на 15:30 час, а у вас не так смотрит. Ну, смотрите, какая штука. Сейчас уменьшу еще масштаб. Смотрите, я отпускаю винтик на окуляре. Где он тут? Сейчас, секунду. Вот. Я могу вот так еще смартфон, видите, повернуть относительно телескопа. Но вот то, как он сейчас стоит, это, в принципе, соответствует... сейчас... тому, как в небе, если я правильно все вижу. То есть вот это сейчас верхняя часть, ну, по-моему, даже атмосфера чуть получше стала. Вот это сейчас верхняя часть Луны. У меня она сейчас относительно горизонта располагается так, что терминатор... Сейчас очки одену. То есть, в принципе, практически перпендикулярно горизонту. Ну, немножко наклонена вправо, уже к западу. Но если я вот сейчас проедусь с большой скоростью, вот смотрите, сейчас вот к этому краю подойдем и вниз поедем. Вот, смотрите, и поехали. Вот, как бы один ее край, и поехали к другому. Вот, примерно так. Вячеслав, я рад, что вам интересно и понравился стрим. Сейчас уже, конечно, я не жалуюсь, просто констатирую факт. И руки подзамерзли, и состояние атмосферы не супер. В начале стрима было качество получше, но, в общем-то, картинка нормальная, я думаю. Сейчас еще посмотрю, что у нас с передачей данных 140 килобайт. А давайте я попробую сейчас переподключиться. Вы все оставайтесь онлайн, не отключайтесь. Я просто отключусь и подключусь. И вот я вернулся. Полосы. Давайте посмотрим. Значит, они здесь есть по лунному диску в разных местах, от разных кратеров. Вот, например, от мощного удара разлеталось очень далеко вещество и рассыпалось по поверхности. Разный состав лунных пород, разный состав ударивших астероидов, и, соответственно, такая вот картинка получается интересная. Вот можно заметить, что вот эти лучи есть от некоторых кратеров и, вероятно, от более молодых, чем вокруг. Ярко-белые пятна, ну тут есть кратеры, которые так светятся.
нет, на что-то другое сейчас не переведемся, ничего другого толком не покажу. То есть звезда просто будет как точка, не очень резкая. А на планеты стримить не очень пока получается. Ну да, конечно, вот пишут, что с Земли лупили по Луне, да, как вот артиллерийские снаряды летели, Звездные войны. Конечно, вот так, если подумать, то идея интересная, логическое, да, такое объяснение. Но в то же время уже были и наш такой опыт, то есть по ядру кометы уже били болванкой, из Земли наблюдали, что произойдет, и потом какой кратер образуется. И на Земле в лабораториях повторяли эксперименты, разная структура поверхности, и с разной скоростью по ним удар разного размера и разной плотности тела, и какой кратер образуется, какой формы, под каким углом. Телескоп Целестрон C8, 200 мм апертура, 2000 мм фокусное расстояние. Окуляр, сейчас посмотрю, уже подзабыл. Да, окуляр 6 мм, СВ Бони, очень я ими доволен. То есть получается увеличение порядка 300 с лишним крат. Телескоп на экваториальной монтировке EQ5 с системой наведения EQ Star Pro, нашей отечественной. Не, луноходы такие мелкие детали не рассмотреть Земли. Луна притягивает ли метеориты, защищая Землю? Ну, по идее, да. Хотя когда-то я... Так, телескоп Xiaomi. Да я вот слышал, что они там что начали выпускать, но пока я подробно не смотрел, не знаю. Ну, вообще, марка достойное уважения, то есть качественный Китай, да, как говорят. Поэтому я думаю, что если телескоп от Xiaomi, он будет не самый плохой. О чем мы говорили? Переключился. Но я когда-то неоднократно так говорил в лекциях, стримах, видео, что Луна защищает Землю, принимает удары на себя. Но это реально отчасти правда. Почему? Потому что если летит астероид вот со стороны Луны в сторону Земли, пролетая мимо Луны, то на определенном расстоянии от Луны он упадет на Луну и не упадет на Землю. Конечно, это может быть один астероид из тысячи или один из миллиона, но это как бы факт, да, то есть она и раньше, и сейчас принимала и может принимать удары на себя тех метеоритов, астероидов, которые могли упасть на Землю. Потому что мы знаем, что в природе бывают очень случаются маловероятные, казалось бы, события, но случаются вдруг. Считаете ли вы, что у Земли было два Солнца, о чем гласят китайские рукописи? Тут какая штука интересная. Я, например, читал и слышал интересные споры насчет, отойду чуть-чуть от темы, но по теме, насчет летописей древних разных писаний, связанных с космосом. Исследования насчет Вифлеемской звезды, что это могла быть комета. В небе не все кометы имеют яркий хвост, но кома кометы, так сказать, может быть очень яркая в небе. Потом, были случаи, когда в летописях писали о том, что в небе днем была видна яркая звезда. И когда это было описано с той местности, где эта летопись была написана, сейчас астрономы изучили эту область неба и обнаружили там планетарную туманность. Разлетаются осколки взорвавшейся звезды, то, что называется вспышка сверхновой звезды. Возможно, то, что указано в китайских летописях, это мог быть взрыв
вспышка одной из ближайших звезд. Что происходит не за один день, а если звезда взрывается, это не так, что бабах, и все разлетелось. То есть она в течение, например, 5 дней, может быть, дольше, очень яркая в небе. Кроме того, может быть, мимо Солнечной системы, мимо Солнца пролетала какая-то соседняя звезда карлик. Это, конечно, маловероятно, потому что нам сегодня известно о направлениях, о скоростях движения около солнечных звезд, и мы бы знали, какая из них могла раньше пролетать рядом с Солнцем. Вот. Ну, то есть тут смысл в этом, конечно, есть, но так, чтобы вот прям было аналогично нашему Солнцу, вдруг оно куда-то делось, ну, я этому не нахожу научного логического объяснения такого. Млечный путь, он уже становится виден в предрассветное время, поднимается созвездие Лебедя, 3 яркие звезды, Вега, Денеп и Альтаир. Треугольник такой яркий. Но я, правда, вот прошлой ночью его не заметил, но я думаю, что в безлунную ночь, вот сейчас Луна пройдет полнолуние, фазу, и в конце месяца будет у нас новолуние. Будет она возле Солнца проходить на дневном небе. И, соответственно, ночи будут очень темные в конце апреля. Я думаю, что уже Млечный Путь можно будет увидеть. Ну, конечно, вот он хорошо виден в наших краях летом. Зимой он также есть, просто он более рваный, не такой заметный. В районе Ориона проходит один из рукавов галактики. В самом низу. Давайте съездим в самый низ. Почему неизменно полярная звезда? Земля вращается вокруг своей оси и летит вокруг Солнца. И при этом вращении она как юла, которая вращается на полу, но только летает еще вокруг Солнца. И, соответственно, ось вращения Земли сейчас направлена в сторону полярной, но не точно на нее. В телескоп даже можно это заметить, что сама полярная тоже делает кружочек. И если установить фотоаппарат наш на фотоштатив и направить в сторону полярной звезды, сделать снимок с длительной экспозицией, то будет видно, что и полярная описывает маленький кружочек вокруг той области неба, в сторону которой направлена ось вращения нашей Земли. То есть вот такая штука. И полярная не всегда была полярной, не всегда ею останется. За тысячи лет ось вращения Земли смещается в пространстве, поэтому зодиакальные созвездия давно уже не соответствуют реальному положению Солнца. Вы, если всю жизнь думали, что ваш знак зодиака Лев, а Солнце уже в день вашего рождения было в Деве или в соседнем другом созвездии. То есть для большей половины людей сейчас и давно уже не совпадают знаки зодиака и реальное положение Солнца. Потому что эти знаки зодиака, эти таблицы были выведены давно, много столетий назад, а тогда еще не заметили, не знали об этом смещении. Уже более точные наблюдения это нам открыли. Как давно занимаюсь этим хобби? Это мое хобби больше 20 лет. То есть в 90-х годах я открывал книги о космосе. Мне это страшно удивляло, небо впечатляло. Мечтал хотя бы о подзорной трубе. Потом мне ее подарили. Потом я из картона сам и линз, который нашел, сделал телескоп, который еще лучше показывал. Потом мне купили родители Алькор, кто знает такой телескопчик, маленький. То есть можно сказать, как я через тернии к звездам шел. То есть я всем говорю, мечты сбываются. Когда меня спрашивают, сколько телескоп стоит, я говорю, это не важно. Я никогда на этот вопрос не отвечал и не отвечаю, смысла в нем нет. Мы телескоп покупаем тот, который мы имеем возможность купить с теми целями и интересом, которые мы на него ставим. Для меня важнее то, что я увижу, то, что я смогу вам показать, да. Ну, а потом я поступил на кафедру астрономии, окончил школу, факультет физики. Вот. И
Вот так. Хобби, которое стало профессией. Единственное, есть астрономы, которые вот таким, как я, сейчас не занимаются. Они сейчас спят. Они занимаются расчетами, таблицами, данными, исследованиями, теориями. А я больше астроном-экскурсовод и лектор. То есть, скажем так, вижу в своих целях популяризацию наук и знаний. И я приверженец понятия астротерапии. Я это по людям вижу и знаю, что, как вот иногда говорят, там что-то сделало мой вечер. Вот когда видишь глаза ребенка, который еще не умеет разговаривать, но его держит родитель на руках и подносит глазик к окуляру телескопа, а там луна. И вот когда вы видите, как меняется выражение лица этого ребеночка, как вдруг его глазки просто вылазят из орбиток, удивленно, улыбка растекается по лицу. И этот ребеночек, еще не умея разговаривать, показывает пальчиком в небо. Вон она, да, вот это та луна, ух ты. Телескоп так близко, красиво и интересно. То все, ты понимаешь, жизнь удалась. Поэтому я вот для вас и стараюсь сейчас такое время карантина, когда нельзя выходить, не рекомендую, да, выходить из дома. Я, допустим, вот прошлую ночь так провел, сейчас уже рассвета ждать не буду. Просто прошлой ночью луна под горизонт села, и небо во второй половине ночи потемнело. Я провел стрим, так сказать, для вас, для всех, кому интересно, и дальше сам понаблюдал. Система наведения телескопа позволяет довольно быстро, если все точно настроить. То есть выбираешь, например, туманность Андромеды, он на нее поехал, смотришь в окуляр, о, вот она галактика. Бж. Но искал вчера комету, не нашел. Комету Атлас, которая разгорается, приближается. И в мае, может быть, по оптимистическим подсчетам и расчетам, может стать очень яркая. Вот, так что комету не нашел. То есть, ну, вот так провожу наблюдения. Вам покажу и сам еще посмотрю. Вот такие вот дела у нас. Макс и я, как уже в начале стрима говорил, со временем, с годами и с жизненным опытом выбрал позицию и принял для себя решение не обсуждать вопросы политики и религии вообще. Иногда как-то на какие-то конкретные вопросы могу ответить. А так вообще выбрал для себя позицию это не обсуждать, потому разное отношение у людей друг к другу, часто странное, злое, неадекватное, да, на другое мнение человека, даже с той же Луной. Вон там сегодня в чате многие видели, как народ реагирует по-разному, да. Кто-то может написать там, что-то там обкурился, другой говорит, голограмма, третий у нас обманывает, это фейк. Вот. А когда мне, кстати, говорят, расскажите, докажите нам, что Луна, шар или Земля не плоская. Я говорю, еще чего? А завтра вы мне скажете доказать, что я это я. Я вам покажу паспорт, а вы скажете, что это фейк, что это подделка, и я это не я. Ну, то есть несерьезно. Поэтому я как бы так считаю, моя философия, если вас что-то волнует, тут какой-то вопрос, да, то вы с ним обращаетесь к литературе, к опыту людей, сами пытаетесь, да, что-то узнать, исследовать, вот, и делаете свой вывод о том или о другом. Но я призываю вас не делать выводы о других людях, потому что мы очень многогранны, и наши мнения меняются, потому что со временем другая информация к тебе поступает и так далее. В общем, вот такие дела. Давайте слетаем к интересной, красивой области, которая сегодня на лунном терминаторе
Вот здесь. Это красота. Почему сейчас не летают на Луну с хорошей техникой и съемками? Ну, как вариант. Вас устроит ответ, если я скажу? Потому что сегодня роботы делают работу в космосе лучше нас. И на них, на роботов, можно положиться. Программировать, управлять с Земли дистанционно, не рискуя жизнью. И что полеты американцев на Луну и запуск Гагарина это было абсолютно не с научными целями, но ведь реально, да? Если вы посмотрите, кто летал на Луну, то, если не ошибаюсь, туда вообще летал один или буквально несколько ученых. Остальные это были летчики военные. То есть амбиции, гонка вооружений, политика и так далее, и так далее. Я рассказывал в начале стрима, уже спрашивали, я спрашивал наших советских, ну, ветеранов советской космонавтики, почему уж наши такие не полетели. Говорит, Володя, говорит, что вторыми никто не хочет быть, вот так рисковать жизнью. Все, американцы туда прорвались, все, а на Марс уже не долетели. Посмотрите, очень интересная есть история, не знаю, есть ли на ютубе где-то все эти ролики, я как-то фильм скачал, смотрел, «Царь-ракета» Н-1. Готовили и строили очень тяжелый ракетоноситель, мощнейший, ну невероятно огромный, и который мог доставить людей на Луну и даже к Марсу планировали. И что? Запуски первый, второй, там, по-моему, третий, взлетает, взрывается. И все, и бросили строительство. А мнение было, что если бы уже довели до конца дела, как говорили конструкторы, инженеры, полетело бы. Такие вот дела. Конечно, мы многого не знаем, многое засекречивается, это не секрет. В плане там военных разработок разных. Ну а что можем вот узнать? Вот смотрим, транслируем. Подзамерз. С вами интересно, но я пойду подброшу дровишек в печку, чтобы потом окончательно не околеть в домике. Дров подброшу. А вы здесь не скучайте. Я вас оставляю Чайковским. Нет, не с Чайковским. Я вас... Да, точно.
Ну что ж, мои дорогие друзья, дорогие зрители, все, кто присоединился к нам в эту прекрасную ночь, я желаю вам ярких впечатлений от созерцания неба. Почаще поднимайте голову вверх. Я желаю, чтобы природа вас удивляла, наградила ваше внимание своими чудными явлениями. Будьте здоровы, берегите себя и близких. Подписывайтесь на новые видео, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые стримы и видосики. Спокойной ночи! Всем теплый привет из Харькова, из Украины. Всем спасибо за интересное общение, вопросы, комментарии. Рад был с вами провести эти почти уже 4 часа. Счастливо!